Постой, паровоз, не стучите колеса. Канал Рыболов Копатель приветствует вас, дорогие друзья. И сегодня мы отправляемся снова за приключениями, искать новые места. Привет, привет, дружище, да, извини, не смогу сейчас выйти, помахать, потому что холодно на улице. Сегодня мы втроем. Павел, Антоний, товарищ генерал. Едем искать новые локации. Мы отправляемся в Правдинский район. Это не секрет, друзья. Поедем что-нибудь искать. Я думаю, обязательно что-нибудь будет. С добрым утром, дорогие друзья. Генерал зашифровался, как всегда, спрятался в тени. Ставьте палец вверх, пишите ваши комментарии и подписывайтесь, кто еще не подписался. Приятного просмотра. Проезжаем мимо. Вот такая кирха. Моросит дождик. Оленбургская кирха. Там музей, кстати говоря, у ней даже есть. Изрядно покатавшись по Правдинскому району, наконец-то нашли подходящее место. Здесь в кустах находился немецкий хутор, состоявший из нескольких домов. Это вход на поле, грубая распашка, видны следы битого кирпича. Зайдем отсюда, а потом переместимся ближе к реке, там, где был песчаный карьер и кирпичный завод. Прям река рядом течет. Это река Лава. При немцах Алле. Вот тут по полю ходим. Тут иду, вот на пути мне верховая находка попалась. Сначала обрадовался, думал, монета может. Но нет, лежит пуговица. Ух ты, какая. С солнышками опять. Красота. Вон генерал. Антон где-то снизу, там в низине, не видно, спрятался. Место тут интересное, друзья. Вот смотрите, вот дорога, видите, идет. Вот река. Дорога вдоль реки, и она же была на картах. И теперь, смотрите, дорога переходит в поле. И вот поле пошло. Дорога распахана. Сигнал. И опять, смотрите. Тут уже на маленькое колечко похоже. Обручалка типа. Медная. Маленький такой размерчик. Женская или детская, непонятно. Скорее всего, женская. Ну там, смотрите, где Антон ходит, видите, все красное. Все в кирпиче. Сейчас вот тут вот и будут находки все. Подбираясь ближе к кирпичному пятну, пошли первые находки. И Антону удалось поднять чайную ложку. Можно увидеть буквы. Видимо, инициалы владельца. Вот такая небольшая, но довольно приятная чайная ложечка. Почва песчаная. Сохранность монет просто завидная. Даже цинковые десятки, которые обычно не прочитать, в очень хорошем состоянии. Сами можете увидеть и убедиться. Следующая находка. Смотрите, какая-то табличка.
Вся в надписях. Медная как будто. Сейчас мы ее почистим и почитаем с вами, что же там написано. Шикарная находка. Розенкранц. Крафт какой-то, Кёнигсберг. Что это такое? Кто владеет переводом, пишите, друзья. Интересно. Зачетно. Сначала с этой стороны посмотрел, думаю, блин, что за фигня. Пластина какая-то. А потом перевернул, смотрю. Тут надпись, да еще и Кёнигсберг. Вообще зачет. Лайкосы. Не знаю. Будем с Антонио. Иду такой, смотрю. Колечко какое-то. Сначала думал, может, гильза охотничья немецкая. Потом поднял, смотрю. Вот такое зелененькое. И там что-то на ней буковка какая-то. Сейчас почищу, посмотрим. Вот такая вот находка. Ну, интересная тоже, друзья. Тоже интересная. Зачет. Нет, это не серебро, это то ли сплав какой-то, то ли медь. Но буковка стоит. То ли Джей, наверное, может. Йохан какой-нибудь. Йохан. Вот так вот. Временем Антон принес мне. Смотрите, что. Бах. Моряки. А генерал, вы представляете, собрался. Бай-кибай. Да, и пошел в машину спать. Мой прикол. Залипуха. Из 2 десяток. Ага. Подзалипли монетки. Надо же. Вот серебрушку бы тогда, Антон. Да. Держи. 2 марочки. Слышь, колечко офигенно, дай-ка суп. Осколки какие. Опачки. И наша пуговка. Двуглавый орел. Наверняка братья Бух. Но чистить уже будем потом. Подзалепленная. Красавица. Посуда по патриотике, по Первой мировой. Вон. Осколки. Где-то и часики лежат здесь. Карманные были. Смотри. Ага. Прям прикольно. Как наши, знаешь, современные. Вот Что же там? Еле-еле нашел постоянно выпадающий из рук сигнал. Цинковая десятка. Из песка. Обратите внимание на состояние. Какая-то металлопластика выскочила.
Сейчас почищу слегка, глянем, что там вообще, что это такое. Не знаю, что она украшала. Ну, такая плюшка нормальная, бронзовая, летая. И чего только генерал ушел спать. Тут у нас такие находки. И вот на этот раз повезло Антону, и он выкапывает вот такую круглую фишку, жетон. По-моему, это шпиль марки. Есть надпись. Как переводится, не знаю. И с другой стороны там крылья. Есть подобные там с дирижаблями, с воздушными шарами вроде как. Вот такая симпатичная малышка выпала, смотрите. Кайфовая такая пуговка. Камрад тоже он ходит на соседнем поле. Ага, вон вижу. Десятка желтая. Сигналов достаточно много, несмотря на то, что, когда мы сюда пришли, уже было все истоптано. Выскочил сигнал. Это крышка от курительной трубки. Крышечка. В конце почищу, все покажу, рассмотрим. Грязновато сегодня. Вот такой небольшой, судя по всему, советский топорик. Порадовал своим состоянием. Конечно же, забираем. Просто из глубины достал сигнал. И вот какая-то... Как будто какая-то шильда большая такая. И на ней написано, по-моему, Франкония. Что это такое было? Наверняка кто-то из вас знает. Подсказывайте, ребят, пишите в комментарии ваши версии. Что за Франкония? Что за отрасль? Подводим итоги, друзья. Генерал уже пару сериалов посмотрел в машине. Раскладываемся. Ну, в принципе, мне новое место понравилось. С учетом того, что оно... Походу вчера кто-то ходил. Сегодня ходил, там машина зеленая стоит. Так сейчас уже второй человек приехал. Но следы, я думаю, не сегодняшние, потому что... Сегодняшний, он там лазил туда-сюда. Вы видели, да, Да, человек? я ж подходил к нему. Я сначала здесь пошел возле дороги. Ну вот, то есть мы за кем-то ходили. Вот такой результат по монеткам. Цинковые монеты в таком вчитаемом состоянии. Всякая фурнитура, различные пуговицы. Вот фронтония, вот это вот не знаю, что такое. Топорик порадовал. Ну, табличка, конечно же. Про Кёнигсбергский регион, Розенкранц. А может, Розенкранц это фамилия? О.Аш. Оливер Генрикович Розенкранц. Пуговка. Братья Бух. Санкт-Петербург. Такой орел. СПБ. Братья Бух. Всякие наперсточки, накладочки. Колечки. Колечки. Ой, кольцо ж, кстати, да. Кольцо вот еще тоже доставило удовольствие сегодня. Такое, патина такая интересная. Ну и всякие накладки. Вкусняшки, не сказать, чтоб много. Генерал скромничает сегодня что-то. Все. Но ему попался вот такой вот значок. Тут два профиля, там я уже не помню, кто там, Вильгельм, по-моему, с кем-то.
Ну, это какой-то юбилейный значок, если я не ошибаюсь. Здесь тоже накладка. Ну, что-то какие-то гражданские, может, дела. Изубило. Так, Антон, чем нас сегодня порадует? Часы, он сказал, собирать будет теперь. Механизмы есть и цепочка есть. Фениги. Вот пуговица такая же у меня, кстати говоря. Ложечка порадовался. Ложечка порадовала. Нифига себе, какая гильза. Лондон. Ну да. Лондон, гудбай. Лондон, прощай. Липушка. Ну да, за липушку я показывал. Ну да, да, что-то. Че? Ну, мелочь просто. Непонятно, надписи. Вервальд Цивинт. Ну, в принципе, отлично походили, да, Антон, как ты думаешь? Супер. Холодно только. Генерал ушел. Внутрянку. Заехали на кофе, взяли по стаканчику себе. Точнее, я взял, а ребята даже не захотели, да, Антон? Замерз. А вы, генерал, что? Не хочу. Вот такое вот настроение. Спасибо всем за просмотр. Смотри, дождик пошел, да? Мы уехали. А со Светлого родственники звонили, говорят, что там дождь капитальный. Да. Они уже думали, что мы вымокли тут Погода все. мокрая, А мы да? проходили как бы целый день. Ну, что-то так брызгало чуть-чуть, но не конкретно. Всем благодарны за просмотр, друзья. Вот такой выезд в новые импровизированные места у нас получился. Я думаю, что в целом неплохо. Походили, находки были. Серебра, конечно, не было. Ну, не вокруг одного серебра планета крутится, поэтому в целом нормально. Ставьте палец вверх и пишите ваши комментарии. И обязательно подписывайтесь. 80% зрителей смотрят видео без подписки. Подписывайтесь, друзья. Всего вам самого наилучшего. Падлу, что ли, а? Пока-пока.